Я вас всех приветствую. Купил полотенцесушитель для ванной комнаты. Я вам сейчас подробно расскажу, как я его покупал, как выбирал его размеры, конфигурацию, как я собираюсь его подсоединять и к чему я буду его подсоединять. Ключевым при покупке полотенцесушителя являлась металлопластиковая труба. То есть, когда вы покупаете полотенцесушитель водяной полотенцесушитель для ванной комнаты, вы должны изначально знать, к чему вы будете его подключать. В моем случае это металлопластиковые трубы. Сразу определитесь с диаметром. В моем случае это 16 мм. Почему? Потому что все подсоединения, так как у меня трубы будут замурованы в стену, то есть я буду использовать обыкновенные переходники. Не с гайкой, а те, которые крепятся с помощью пресс-клещей для металлопластиковых труб. Вот. Используя 16-миллиметровую трубу, я их просто буду соединять. Я просто вам показываю. Следующим элементом является это подвод металлопластиковых труб к полотенцесушителю. Но обо всем поподробнее. Как вы можете наблюдать, обыкновенный полотенцесушитель водяной для ванной комнаты. 4 крепления. Все стандартное. Ключевым элементом полотенцесушителей был подвод воды к полотенцесушителю. В моем случае вода подводится снизу, трубы подходят снизу и идут на полотенцесушитель. Вот в этом месте будет у меня находиться полотенцесушитель. Полотенцесушитель, как вы можете наблюдать, продается без фитингов и без всевозможных переходников. Просто обыкновенная голая железка. То есть, чтобы нам вывести полотенцесушитель на металлопластиковую трубу, нам необходимо собрать всю конструкцию. То есть, начинаем с полотенцесушителя. То есть, я покупаю переходники угловые. Вот таким вот образом у меня будет осуществляться выход с полотенцесушителя. Далее ставлю переходник. Да, сразу определяйтесь, резьба здесь на полдюйма. То есть какого диаметра у вас выходы все переходы. Полдюйма. Далее устанавливается переходник на металлопластиковую трубу. Вот таким вот образом. И далее вся эта конструкция крепится к металлопластиковой трубе. Вся конструкция у меня будет иметь вот такой вид. Ничего сложного в этом нет. И в нижней части у меня также труба будет крепиться к предыдущей трубе, которая идет из системы. Также будет крепиться через переходник, через такой вот конструкции. И будет зажиматься пресс-клещами вот в этом месте. То есть пресс-клещи обжимают очень прочно и навсегда. И получим продолжение трубы. Для того, чтобы труба хорошо заходила в переходник, есть специальное приспособление, которое просто немного ее расширяет и позволяет ее вставить до конца. Она вот становится до конца, видите здесь, в окошечках. И после этого ее можно обжимать. Крепиться полотенцесушитель будет следующим образом. Вот наши переходники, что я вам показывал. Вот таким вот образом они будут у нас крепиться. И крепиться к основной системе отопления. Что находится с обратной стороны полотенцесушителя? С одной стороны находится заглушка. С другой стороны находится клапан Маевского. Он предназначен для того, чтобы травить воздух
из полотенцесушителя. Когда вы подключите воду, чтобы вода заполнила всю систему и спокойно циркулировала, отсюда травится воздух. На что хочу еще обратить ваше внимание. Когда вы делаете предварительное крепление полотенцесушителя, делайте его на тонких дюбелях. Впоследствии, когда будете крепить его уже окончательно, крепите его на более толстых и более длинных. То есть длиннее берите и потолще. То есть вы потом рассверливаете более тонкое отверстие и ставите уже окончательно хороший дюбель. Потому что если вы сразу будете ставить на большой дюбель, положите плитку, попадете в те же самые отверстия, и у вас просто конструкция может не закрепиться достаточно прочно. И так как вы делаете предварительную установку, делайте крепление в двух местах. Этого будет вам вполне достаточно. Полотенцесушитель можно отодвигать на некоторое расстояние от стены. Крепления это позволяют. Но все равно учитывайте, что вы будете крепить полотенцесушитель еще и на плитку. То есть учитывайте толщину плитку и немного клея. Прикрепил предварительно полотенцесушитель на стену. Сейчас буду крепить к нему металлопластиковые трубы. Уровень горизонт. Как вы можете наблюдать, одну трубу я уже завел на полотенцесушитель. Все у меня стоит пока не закреплено. То есть пока идет подгонка. И сейчас я буду крепить к другому краю полотенцесушителя металлопластиковую трубу. Что я делаю? Вставляю сюда трубу. С противоположной стороны крепим переходник на полотенцесушитель. Это крепление у нас предварительное. Практически конструкция наша готова. На что хочу обратить внимание. В переходнике, куда мы крепим металлопластиковую трубу, есть такие маленькие окошки. Обжимать пресс-клещами необходимо только после того, когда металлопластиковая труба будет выступать в этих окошках. То есть, когда вы монтируете трубу для обрезания, как пример, то есть вы смотрите, вы обрезаете не в этом месте и не в этом, а по самому краю. То есть, чтобы ваша труба закрывала все эти окошки. Тогда у вас будет правильный монтаж. Полотенцесушитель предварительно установлен. Трубы все установлены на место. Только осталось теперь обжать их пресс-клещами. Трубы все обжал. Видите, все подсоединил. Сейчас буду проверять на герметичность. Открутил одну из крышек. Здесь у меня есть клапан. Сейчас буду травить воздух. Вода пошла. Сейчас еще потравим, пока не пойдет вода. Все. Штукатурка у меня сухая. Будет сразу видно, где что подтекает. Пока следов подтека я не вижу. Можно сказать, что полотенцесушитель установлен. Подтеков нет. Все достаточно герметично. Всех благодарю за внимание.